Привет! Совсем скоро в Таиланде наступит 2568 год, декабрь подходит к концу, а у нас в школе начались новогодние каникулы. Впереди в моем распоряжении целых 10 дней, и хотелось бы провести их интересно, поэтому мы с вами отправимся в небольшое мотопутешествие на остров Качан. Ну а вы пока можете поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео о жизни в Таиланде. Погнали! 1, 2, 3, jump! Итак, я уже 2,5 часа проехал от Бангкока и решил заглянуть на вот эту каучуковую плантацию. Мимо просто ехал, думаю, интересно посмотреть, как оно все это выглядит. Вот дерево, каучук, и по срезам коры стекает натуральный каучук. Первая достопримечательность у меня на пути — водоем Прасае, или Прасае, куда ставить ударение неизвестно. Красота здесь, конечно, тишина, умиротворение. Вот там вот посреди озера видны домики на плаву, видимо, рыбацкие. А вот здесь плотина, в принципе, конечно, заасфальтирована, но ворота закрыты, поэтому я не решился туда ехать. А вон там таец занырнул. Вон он вынырнул. Подводная охота у него. Ружье подводное. Кого-то ловит в этой мути. Заехал в 7-Eleven попить кофе. Вот тут смотрю, парикмахерская, может постричься. Кстати, вот так растет папайя. Вон маленькие плоды видны уже. Вовка, чуть-чуть ровнее. О, вот так ровно. Проехал 200 километров от Бангкока, еле дотянул до нормальной заправки. По пути, конечно, были некоторые, но на них было страшно смотреть. Я решил, там лучше не заправляться. Большой выбор, разные вкусы. Доехал до PPT Station. Она уж более-менее нормально выглядит. Кстати, цены на бензин позади меня. 95-й 36,40, дизель 33,09. Это в батах. Чтобы пересчитать на рубли, нужно умножить на 3. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. В какое-то интересное место я заехал. Похоже, что это частная территория, хотя мне никто ничего не говорит. Обалдеть. Прикольно тут.
Да, похоже, что это зона отдыха, называется Forests. А вот это уникальный пример смеси английского и немецкого языков. Parking prohibited. Ну вот я и доехал до побережья. От Бангкока это 209 километров. Время уже почти 6 часов, вечереет, надо ставить палатку. Доброе утро. Вчера вечером прокатился еще по пляжу в поисках лучшего места для палатки. И в итоге решил поставить ее здесь. Пришлось проявить немного смекалки, так как подножки мопеда уходили в песок. Соорудить такую конструкцию. Сейчас поедем умываться, завтракать и в путь. С утра пораньше меня встретил вот такой мемориал под названием Прасе. Это исторический корабль-музей, расположенный у самого устья реки Прасе в провинции Районг. Корабль имеет богатую историю, охватывающую несколько десятилетий этапов службы под разными флагами. Построенный в 1943 году в Калифорнии, США, он входил в состав флота как эскортный фрегат класса Такома. В международной классификации первоначально он числился как USS Gallup PF-47. Основной задачей этих кораблей было сопровождение конвоев, патрулирование и защита судов от атак подводных лодок и воздушных угроз в годы Второй мировой войны. После войны, как и многие другие корабли, он стал избыточным для военно-морских сил США и был переведен в резервный флот. В 1951 году, в разгар Корейской войны, корабль был передан Таиланду в рамках военной помощи США. Это было частью стратегии усиления союзников в Юго-Восточной Азии для борьбы с распространением коммунизма. Фрегат стал символом сотрудничества между странами, а также важным элементом модернизации тайского королевского флота в 20 веке. После передачи Таиланду судно обрело новое имя в честь реки Прасе в провинции Районг, где оно базировалось. В составе тайского флота фрегат Прасе активно использовался в военно-морских операциях, включая участие в Корейской войне в составе сил ООН, а также для охраны прибрежных вод и обучения новых поколений моряков. Во время Корейской войны Прасе попал в сложную ситуацию. Из-за плохой погоды корабль сел на мель у побережья Кореи в 1951 году. Несмотря на попытки спасения, корабль получил серьезные повреждения и был оставлен. Однако позже, в 1957 году, Таиланд получил другой корабль того же класса, который также назвали Прасе, продолжив историю имени. После многих лет службы корабль был выведен из эксплуатации, а его последним пристанищем стало все то же устье реки Прасе. Затем, в 2003 году, из него возвели мемориал, установив его на суше. Недалеко от того военного судна есть еще одна достопримечательность – пешие тропы среди мангровых зарослей. Ну а здесь есть огромная парковка и вот такая станция зарядки электромобилей, спонсированная Тойотой. Есть вот розетка одна для зарядки электромобиля. Ну и обычные розетки можно там другие какие-нибудь устройства подзарядить.
А я вам скажу, здесь есть где разгуляться. Основная тропа где-то 400-500 метров, плюс еще есть ответвления в разные стороны. Ну а финиш выглядит примерно так. Кстати, я даже ошибся. Самая длинная тропа здесь 1,8 километра. Для кого-то сделали кормушку с бананами. У тайских алтарей часто можно увидеть фигуры петухов. Они символизируют бдительность и стремление к духовному пробуждению. Также они считаются защитниками от злых духов и негатива. Все эти огни, которые вы сейчас видите, это рыбацкие судна и ночной рыбалки. Интересно, почему-то они используют зеленый свет. Доброе утро! Эту ночь я провел недалеко от залива Кунг-Крабен на специальной площадке для кемпинга. Здесь есть много мест, где можно поставить палатку, уличный душ, туалет и душ в помещении, 2 беседки и кафешка. Однако стоит быть аккуратным с вот этим деревом вида Барингтония азиатская, потому что с него падают вот такие плоды по полкило, может быть и больше. Если попадет ровно в голову, то остаток дней будешь ходить и улыбаться. Рядом с площадкой для кемпинга, разумеется, есть парковка, а в 30 метрах побережье. Ну а буквально в 2 шагах от кемпинга расположился одноименный аквариум Кунг-Крабен. Работает он с 8:30 до 16:30, а вход бесплатный.
Буквально в метрах в 70 от аквариума я вчера видел полчища обезьян. Сейчас попробую пойти поснимать их. Это безопасно, так чтобы камеру не украли. Фу! И ты. Как от двух сторон. Как от двух сторон. Далее был участок дороги со снятым асфальтом, который вполне нормально ощущается, если ехать на автомобиле, но на байке это ощущается примерно так. Оказывается, чтобы проехать дальше, нужно расписаться, поставить подпись и время. Похоже, что это какой-то режимный объект, потому что вот КПП, там нужно расписаться. Мне дали какой-то талончик, но я ничего не заплатил. То есть, если меня не спрашивали, ничего платить. В общем, едем дальше. Интересная беседка для дебатов. Друг напротив друга. А вот здесь начинается пешая тропа для самостоятельных прогулок. Называется она Khao Layem Sing Forest Park Trail. Khao в переводе с тайского это гора. Ну что, самое время пройтись. Дальше по тропе я наткнулся на вот такой забор с колючей проволокой. Непонятно, что там внутри, за забором. Либо частная территория, либо опасная зона какая-то. В общем, пока можно пройтись вдоль. Чуть дальше я нашел вот такую табличку, на которой написано, что эта земля принадлежит военно-морскому флоту Таиланда. Отличные здесь места. Мне кажется, я поставлю палатку сегодня здесь. А здесь, оказывается, еще и охрана ходит. Только что подошел к охраннику спросить, можно ли здесь поставить палатку. Он говорит, без проблем, главное распишись на КПП. Вот, и 50 бат заплати, и можешь ставить здесь палатку. И что самое главное, здесь есть розетки, можно заряжаться, ну и свет. В общем, свет, правда, не здесь включается, там надо будет включить. Но, в общем, здесь блага цивилизации. Ну, а чтобы попасть на этот пляж, все-таки есть нормальная тропа. Вот
по лестнице по такой. Ну и разумеется, здесь есть душ и туалет. Давайте посмотрим. Вот он на открытом воздухе душ. И дальше там туалет. Ну да, он мужской, женский. Ну, вот так я сегодня расположился. Уже поставил телефон на зарядку. Здесь удобно, что есть освещение. Вообще, это место закрывается в 16:30, поэтому все люди уже отсюда ушли. И сегодня весь пляж полностью в моем распоряжении. Пойдем прогуляемся, посмотрим, какие еще здесь интересные места есть. Качелей очень много здесь. Там одни, вторые, третьи сзади, четвертые там еще вдалеке. Не, ну вот те качели с освещением, конечно, сегодня будет прям очень кстати. А у меня тем временем очередной пит-стоп на кофе по пути на остров Качан. Но я планирую еще 2 места перед этим посетить, посмотреть их. Сегодня проснулся, в общем, на том пустынном пляже. Народу еще никого не было, пол-восьмого было где-то утра. Ну, в общем, вода была холодная, решил не купаться. Сразу собрался и поехал. По пути заехал поменять масло. Прямо у дороги там был сервис. Угу. เว็บไอหรือเปล่าต้องนึงนะอ๋อต้องนึงยางแต่ละรุ่นแต่ละเบอร์ไม่เหมือนกันนะ Ну, масло в двигателе было черное уже, конечно, а в приводе колеса еще достаточно хорошее.
Не знаю, стоило ли менять, но как бы поменял и ладно. Вот. Может быть, уровень там был уже не тот, как бы там не проверишь, щупа нет, щуп только на масле двигателя. Здесь вот сейчас заехал, это почти последняя заправка перед, ну, последняя нормальная заправка перед тем, как поехать на Качан уже, на остров, да, потому что дальше там нормальных заправок нет. Есть еще, конечно, какие-то на острове, на самом, но я так думаю, что там должна быть цена повыше, поэтому разумно будет здесь сейчас заправить, я уже заправился до полного. Ну и колес тоже подкачал до полного. 2 с лишним атмосферы, там 2,2, по-моему. Прикол, кстати, был еще по пути сюда. Я заезжаю на одну заправку и смотрю, есть подкачка колес, но она какая-то странная, похоже, что для грузовых. Ну и такой смотрю, как же понять, а там не было манометра, как понять, какое давление там. Смотрю, техническая комната и компрессор стоит. Ну, туда захожу, смотрю, выставлено 11 атмосфер. А там рядом бабка еще полы моет, короче, тайка. Она такая показывает, ну что ты заправляй, ну типа накачивай колеса. Я говорю, бабка, нет. Ну, я, конечно, ничего ей не говорил, мы на расстоянии общались. Я говорю, не пойдет мне 11 атмосфер в мопед, как-то не очень. Она, конечно, наверное, не поняла, в чем прикол, но и ладно. Какая-то странная эта заправка, здесь очень много иностранцев, ну, в частности, европейцев. И еще, в частности, немцев. И вообще, кстати, на всем пути, на всем моем пути на этот остров встречается очень много немцев и русских. Других национальностей я как бы не видел. Ну, такие дела. На карте было нарисовано, что здесь магазин. Я думал купить воды, но здесь что-то магазином и не пахнет. Ну, в общем, сидела здесь женщина, я ее попросил воды, она пошла наливать. Ну вот, вода есть, можно ехать дальше. Я еле сюда заехал, очень крутой подъем. Короче, здесь лагерь, ну, этот палаточный, называется лагерь горы Кот. Интересное название, гора Кот. И вид отсюда прекрасный. Но я думаю, это не все, сейчас еще посмотрим, может быть там за углом что-то есть. Что-то я не очень уверен, что я вот туда заеду на мопеде. Мне кажется, он не вытянет. Тут пешком-то как-то сложно даже. В общем, сейчас пешком схожу, посмотрю, что там наверху. Слушайте, по-моему, это место дикое, потому что я никого здесь из администрации не вижу. Вижу туалеты, вижу вот такие площадки. Здесь есть вот водопровод. Сейчас проверим, он вообще рабочий или нет. И розетки с освещением. Надо же проверить, интересно, да? Опа! Сейчас вода придет через полчаса. Ну, давай. Ладно, так, а что с электричеством? Ну-ка. Есть. Ну, эти выключатели есть, а света нет.
Может быть вечером типа там как-то включить, ну или все-таки надо просить администрацию. Может она где-то есть. Ну вот в туалете есть вода. Видимо, на самой высокой точке ее там нет, она еще туда не пришла. В общем, вот здесь есть что, туалет и ну там душ тоже. И здесь такая же тема. Туалет и душ. И никого, ни души здесь. Ну-ка, пойдем в самую высокую эту точку посмотрим. Ну вот оно, самое высокое место на горе Кот. Какой же вид открывается отсюда. А вот поэтому и света здесь и не было. Выключено было. Ну ладно. Че-то Google меня не туда завел. Показывает, что дорога есть. Да. Ну все, последний перекус на этой земле, и я поеду на паром. Вот такая вот очередь на паром до острова Качан. Ну-ка, посмотрим. Вот здесь вот билеты продаются. Вот они цены. О, без очереди. Правильно мужик сделал, что показал. Здесь вот мотоциклы стоят.
Так, сейчас берем что-нибудь быстренько перекусить с собой в палатку и едем разбивать палатку. Или как там говорится. Кстати, цены здесь немножко выше, да. Ну вот, сегодня ночуем с таким видом. Сколько это стоило? Ну, владелец попросил купить ему бутылку пива, и все. Это 80 бат. Доброе утро! После экспресс-завтрака едем смотреть водопад Клонг Чао Луем. Водопад работает с 8 до 17. Потом воду перекрывают и все. Тут еще менюшка есть с блюдами в кафешке. А вот когда джунгли становятся уже гуще и гуще, задумываешься, что нужно смотреть по сторонам, потому что я точно видел здесь на фотографиях больших пауков и зеленых змей, которые точно ядовитые. Поэтому надо смотреть не только под ноги, но еще и над собой. Они могут просто свисать с деревьев. А разговоров-то было. Ну ладно, сейчас подальше все пройдусь, может там побольше. Но как минимум здесь можно искупаться. Время 9 утра, я здесь один. Слушайте, чем дальше в лес, тем больше впечатлений. Ой, здесь уже вон огромные такие бассейны, можно поплавать от души. Хорошо, что я в трекинговых кроссовках, а не в шлепках. Тут, конечно, в шлепках не очень. Опа. Ой, ну туда лезть еще и лезть можно. Очень далеко, я смотрю. Все, вот это финиш. О, лиана, которая сделала химическую завивку. Ну что, погнали?
Идем смотреть White Sandy Beach, или в переводе пляж с белым песком. Насколько он белый, сейчас увидим. Ну вот, в сравнении с белыми стульями, почти белый. Доброе утро. Начнем этот день с завтрака в тайском стиле. Сразу после завтрака, буквально в 2 шагах от кафешки, у нас хит-парад слонов.
бассейн, в котором можно порыбачить. Нет, без спроса, без разрешения нельзя. Кыш-кыш-кыш. Стоять. Ты не главный. Я вижу, что ты не главный. Вот тот главнее. Держи. Опа, все. А ты куда полез-то? Рядом с тем заброшенным рестораном есть вот такая каменистая бухта. Здесь отличные закаты и хорошее место для снорклинга. А вот эта бухта с противоположной стороны. Это же бухта, но со стороны смотровой площадки. Здесь же на скале есть вот такой палаточный отель с обалденным видом.
Доброе утро! Итак, все достопримечательности на западной стороне острова я посмотрел. Теперь можно ехать на восточную. Дело в том, что, к большому сожалению, на острове нет кольцевой дороги. Она повторяет форму подковы. И чтобы попасть на восточную сторону, нужно ехать в обратную сторону. Чем мы сейчас и займемся. Хороший инструмент от превышения скорости – это обезьяны, которые часто вальяжно сидят прямо на проезжей части. Пришло время заправиться. Скан. Мы наблюдаем очередь на паром. Итак, первая достопримечательность, там в моем центр для посетителей, для туристов. И вот здесь площадка для палаток. Я спросил, цена 80 бат поставить палатку, если есть своя. С той стороны у них душевые туалеты. Вот там прямо по курсу это кафешка, ресторанчик. Здесь вот есть столики прямо на берегу. И вот там дальше еще одна кафешка. А вот там дежурит скорая помощь. Северо-восточная сторона острова радикально отличается от юго-западной. Она менее заселена, здесь гораздо больше растительности, плантаций, простора, очень мало туристов и множество заброшенных построек. Если вам не по нраву шум и суета, вам именно сюда. Далее по пути я заехал посмотреть стрельбище со впечатляющим уровнем сервиса, ассортиментом оружия и ценами. Здесь я опять залез в какие-то дебри в поисках кемпинга, который я так и не нашел. Зато прогулялся по джунглям. А вот так растут бананы. Сегодняшним вознаграждением за лазание по джунглям будет немножко бананов. Зеленые, твердые еще. Как картошка. Сидя в 7-Eleven, заметил вот такую банду школьников на скутерах, которые после уроков едут отдыхать. Прибыли к месту назначения.
местные девчонки, далеко ли до водопада и можно ли там купаться. Окей, пойдем так. Ты хочешь пойти по тропе или полезть в гору? อยากขึ้นเขา Не знаю, как вы, ребята, а я хочу купаться. Вот так начинается тропа на водопад. Написано: не входить. Нарушители получат штраф 100 тысяч бат. 300 тысяч рублей. Ну а с какого перепуга? Народ тут толпами туда-сюда ходит. Только что была остановка, чтобы поснимать паука. Большого, ядовитого. Но не смертельно. Сейчас попробую поближе. Так, это он в диаметре где-то с 10 сантиметров. Вот он, собственно, и водопад. Здесь можно искупаться. Вот вещи школьников. А сами школьники вон там. Сталкин. Ой, куда мы? Вы прибыли к месту назначения. Тут я не единственный с палаткой. Уже как минимум 3 вижу. Первое, что я заметил с утра, прилив. Вода была буквально в 4 метрах от палатки, а в некоторых местах пляж полностью затопило. У меня оставалось еще пару мест в конце острова, которые хотелось бы посетить, поэтому я отправился туда немедля с самого утра. Первым на очереди был мемориал морского сражения тайцев с французами, которое развернулось 17 января 1941 года в прибрежных водах юго-западной части острова. Как известно, франко-тайская война возникла на фоне территориальных споров между Таиландом, тогда Сиамом, и французским Индокитаем за земли в Лаосе и Камбодже, которые Франция аннексировала в конце 19 века. Ранним январским утром французский флот, который значительно превосходил тайский по огневой мощи, пошел в атаку. В итоге тайцы понесли значительные потери, 2 корвета затонули и погибли 36 тайских моряков, включая капитанов и офицеров. Однако они сумели задержать французов, предотвратив дальнейшее наступление на сушу. Несмотря на поражение в битве, Таиланд добился дипломатической победы. Под давлением Японии и Германии Франция уступила Таиланду спорные территории. Затем я решил доехать до самого конца острова и узнать о возможности добраться на следующий, под названием Ко-Ням. В результате я оказался на территории отеля с неплохим рестораном и просторной площадкой на сваях, откуда отлично просматривался нужный мне остров. В отеле предлагают 2 варианта добраться до него: аренда каяка на весь день за 200 бат или короткая коллективная экскурсия на лодке за 100. Еще надо доплатить 200 бат за вход на территорию национального парка, коим тот остров является.
Первый вариант мне нравился больше, но из-за ветра и волн он был недоступен. Коням, по сути, это две горы, словно сиамские близнецы в Сиамском заливе, соединенные узким перешейком суши с пляжем. Именно этот перешеек и есть вся обитаемая зона. Насмотревшись на остров со стороны, я решил вернуться на Лонг-Бич и провести там последний день уходящего года. К вечеру, по традиции, отдыхающие собираются в единственном на пляже ресторане. Хотя интерьер достаточно простой, в меню большое количество блюд, в основном тайской кухни. Здесь не заметить гостя, уставившегося в телефон. Все сидят, общаются, как в былые времена. А все потому, что на пляже связь не ловит. Еще здесь есть много книг на немецком, французском и английском языках. Именно здесь, вдали от городской суеты, в этой уютной ламповой атмосфере, я завершил свой год, проведенный в Таиланде.